приношения в церкви, то они приносили это в монетах и бросали в коробку. And Tetzel would say to the people, as soon as the money hits the bottom of the chest, И вот Тецель говорил людям, что как только деньги касаются дна коробки, the soul of your loved one moves from purgatory to heavenly rest. то душа возлюбленного вашего человека освобождается из чистилища и идет в небесные обители. So he made lots of money with the people, И люди охотно давали им деньги. concerned about their loved ones. Потому что они очень беспокоились о любимых людях. Well, this whole thing began to really anger Martin Luther, and he studied the scripture and he translated a lot of the scripture into the German language. И вот это очень сильно злило Мартина Лютера, и он изучал Писание, он перевел Писание на немецкий язык. And he eventually, of course, ended up writing a thesis of 95 things that he opposed about the Catholic Church. В конце концов, он написал тезис из 95 пунктов относительно того, что его смущало в католической церкви. The Catholic Church, of course, came against Martin Luther. Конечно же, католическая церковь была против Мартина Лютера. And he had to hide for quite some time. И долгое время ему приходилось прятаться. He took up residence for a while in the Wartburg Castle. Вот достаточно долгое время он проживал в Варбургском замке. This is the desk of Martin Luther in Wartburg Castle. Это вот, кстати, стол, за которым работал Мартин Лютер в Варбургском замке. This is supposed to represent, of course, John Tetzel. А вот это не фотография, это изображение Джона Тетцеля. And him holding on to the money box. И вот как он держится за эту коробку с пожертвованиями. But of course, Martin Luther ended up seeing a lot of things that John Tetzel was doing that angered him. В конце концов, вот Мартин Лютер видел очень много различных моментов, которые злили его в поведении Иоганна Тетцеля. In this book, by a former Catholic priest by the name of Emmett McLaughlin, И вот в этой книге, которая написана бывшим священником, звали его Эммет Маклахлин. I mentioned it earlier in our study. Я ранее уже говорила об этой книге в нашем изучении, Called Crime and Immorality in the Catholic Church. которая называется «Преступление и безнравственность в католической церкви». McLaughlin not only talks about the money box of Tetzel, but the indulgences that he would sell to people. Но Маклахлин говорил не только о, в принципе, вот той коробке с пожертвованием, которая постоянно была рядом с Тетцелем, но и о тех индульгенциях, которые он продавал людям. Many of the people were very uneducated Многие люди на том этапе были абсолютно необразованы and trusted the priests. и полностью доверяли священникам. But Tetzel would get together and would get some little glass vials. Но вот Тетцель собирал вот такие небольшие сосуды стеклянные. And he would put dirt in them. Туда бросал землю. And he would tell the people, you can just buy one of these and it will serve as an indulgence for you. Он говорил, что вот покупая вот это будет ваша индульгенция. What this really is the dust from the bodies of Adam and Eve. То есть он говорит, что в этом сосуде находится прах Адама и Евы. People believed it. А люди охотно верили. He would have other vials and he'd put a little feather from a chicken or something in it. В других сосудах у него были перья, ну вот куриные или еще какие-то. And he said, these are feathers from the wings of an angel. Он говорит, что это вот с крыльев ангелов. He put in little vials. He had vials there where he would put in a little piece of skin. В других сосудах у них
были небольшие кусочки кожи. And he would say, you can buy this. This is a piece of skin from the circumcision of Jesus. Он говорит, что покупая это, вы получаете вот кусочек кожи обрезания Иисуса. I mean, this guy was a wicked guy. Человек был находчив, скажем так, и развращенный. Кусочек края обрезания. And he was a good salesman. Yeah, he was a good salesman, all right. But anyway, this is all described in this book, Crimes and Immorality in Все the это Catholic Church. описано в этой книге про преступления и безнравственность католической церкви. Well, this is the kind of thing that just infuriated Luther. То есть все вот это просто в ярость приводило Лютера. Luther tried to be an honest man. Он пытался быть честным You человеком. know, he wasn't perfect by any means, but Он, конечно же, не был wasn't совершенным, Tetzel. но при этом он не был Тецелем. And so he goes and he nails these 95 theses to the door of the church in Wittenberg. Он идет и пригвождает к двери Уиттенбергской церкви 95 тезисов. At Wittenberg, he would nail them up there and he says, I will debate the Pope on these. И вот он говорил также, что я готов даже с папой поспорить относительно этих. And he was willing to debate any Catholic scholar И он был готов спорить с любым католическим and ученым say, и what говорить, you're teaching is wrong. что то, чему вы учите, это абсолютно не является правдой. So anyway, this document ended up being reprinted by somebody else and spread. И вот кто-то взял этот документ и перепечатал его и распространил. It finally got to the Pope, who was Leo X. И вот в конце концов этот документ попал к самому папе, а папа на том этапе был Лев X. And Leo X just said, this guy, Martin Luther, is just a drunk German who will repent whenever he's sober. Ну, а папа просто сказал, что этот Мартин Лютер просто пьяный немец. Он протрезвеет и покается. Luther, of course, agreed with the writings of Huss. He also agreed with a lot of the writings of Wycliffe. Лютер, конечно же, соглашался с трудами Гуса и Выклифа, But his opponents did their best to try to silence Luther. но его оппоненты всячески пытались помочь ему замолчать. While he was at Wartburg, that castle that we showed earlier, Когда он все еще был в Вагловском замке, Martin Luther there actually did the translation of the Bible into German while he was there. но будучи там, он переводит Библию на немецкий язык He also continued to write other things. и продолжает писать другие труды. When he returned to Wittenberg, Возвращаясь в Уиттенберг, he married a woman by the name of Catherine Van Boren. он женится на женщине Борон. по имени Кэтрин Ван Борен. Или фон Борен. Кто женится? Мартин Лютер. Он же священник. He was a priest. He was not supposed to be married. Он понял, что ты Мартин. That's right. He was a priest. He wasn't supposed to get married. Это да, он был священником и не должен был жениться. Мартин Лютер или кто? Мартин Лютер. Мартин Лютер get married. Yeah, he got married. Он был дворянин, что ли? Was he a royalty of some sort? Who? Martin Luther? No, he was a priest. He was a Catholic Он priest. просто католический священник. Он был дворянин. Well, it looks like his wife was some of the royalty. I don't know exactly what her status was. Я не знаю, какой там у нее статус был. But Martin Luther said, hey, I'm going to marry this woman for 3 very romantic reasons. Но Мартин Лютер решает жениться и говорит, что у меня есть 3 очень романтичных повода, чтобы жениться. He said, number 1, it would please his father, Во-первых, отец будет рад, because the father might have some grandchildren. потому что у отца будут теперь внуки, возможно. The second very romantic reason that he Второй, gave опять же, абсолютно романтичный повод. was, I'm marrying her because it will provoke the Pope. Я женюсь на ней, потому что папа будет в ярости. Папа, в смысле, папа римский. Which it did, И, кстати, так и случилось. because he wasn't supposed to get married. Потому что жениться ему действительно нельзя было. The third reason И was, третья причина была well, his name would continue. в том, что его имя будет продолжено.
But now he wrote something interesting. Но вот он написал About Catherine. нечто очень интересное о Катарине. He wrote about her and he said, I would not exchange Katie for France Он говорит, что я бы Кэти не поменял бы даже на Францию. because God gave her to me and other women have worse faults. Потому что Бог, во-первых, дал ее мне, а во-вторых, другие женщины гораздо хуже ее. So, you can see from this, actually Martin Luther was not all that romantic a guy. Ну вот можем себе представить, что Мартин Лютер, наверное, не был самым большим романтиком. Probably as much as anything, he just wanted to provoke the Pope. Я думаю, что главная причина все-таки была вот то, чтобы спровоцировать папу. Martin Luther began to have a great following of people in Germany. Но в Германии он становится очень популярным. Многие люди начинают следовать ему. And Martin Luther encouraged them not to adapt or adopt his name. И Мартин постоянно говорит людям, чтобы они не называли себя его именем. But they eventually did and became known as Lutherans. Они все-таки стали называть себя его именем и стали известны как лютеранцы. If you read the writings of Martin Luther, or some of the writings, you'll find some interesting things. Вот читая труды Мартина Лютера и различные его труды, мы находим очень интересные моменты. This is one that I wanted to share with you that I thought was interesting on what he had to say about monasteries. Вот хотел поделиться с вами отрывком из его размышлений относительно монастырей. Why don't you just read that top one? Да. Быть среди врагов наших и тот... Well, I think we're missing some part. В общем, царство заключается в том, чтобы быть среди врагов наших. И тот, кто не хочет страдать и не хочет быть царством Христовым, он хочет быть между друзьями, сидеть между розами и лилиями, не с грешными людьми, но с людьми набожными. О, вы, святотатцы и предатели Христовы! Если бы Христос поступал, как вы поступаете, кто спасся бы? But now one of the things that Martin Luther did that really later influenced, or at least Hitler used later. Кстати, то, что сказал Мартин Лютер, Гитлер потом использовал. He said some very derogatory things about the Jews. Ну вот Мартин говорил очень откровенно, то есть свои мысли относительно евреев. To read that. Мартин Лютер в дальнейшей жизни стал очень озлобленным. Он осуждал евреев, многих своих друзей, бывших его друзьями, за непринятие Христа. Он нелестно о них отзывался. Wow. Потом Гитлер использовал его слова для того, чтобы сказать людям, насколько ужасными были евреи, и убедил людей, что Destroy. Что их нужно уничтожить. This line has not been completed or... Oh, it hadn't been completed. Okay. Okay. Sorry, we'll try to correct that so we have it Просто all up there. вот там не хватает кусочка, и здесь написан кусочек. But I don't expect you to know this. You don't have to write this down. В любом случае, вам это знать не обязательно на тест, то есть просто так переписывать не нужно. But he felt very strongly that these Catholic priests that were getting in the monasteries, the people that were becoming the monks in monasteries, he said, that's really not what Christ wanted. Christ wanted us to be with and among the people, not to become like the people, Но but with the people. суть того, что он говорил о монастырях и о монахах, смысл в том, что Христос хотел, чтобы мы были среди людей, чтобы мы служили людям, а не как-то изолировали себя и были среди себе подобных. And he said, in order to influence them as light and salt, we have got to be among the people. И он говорил, чтобы мы могли повлиять на людей как свет или как соль, мы должны находиться посредине. And people who are not doing that and only being among their friends А те люди, которые так не поступают, которые находятся лишь среди своих друзей, can't be the influence they need to be for God. они не могут быть тем влиянием, которым должны быть для Бога. And of course, when he makes the statement about the Jews, he was angry about the Jews because he felt like they should have accepted Christ, but they didn't accept Christ and betrayed him. Что касается евреев, то есть он был обозлен на них, потому что
Но вот он думал и считал, что ну как они могли не принять Христа? Он считал, что они не приняли его и тем самым предали. And many of his own friends who were Jews would not accept Christ, and that bothered him. И многие из его друзей, которые были евреями, не принимали Христа, и это его очень беспокоило. But later, Hitler would take his words kind of out of context Но далее Гитлер использует его слова, вырывая из контекста, and teach the Germans, well, this is even what Martin Luther thought should happen to the Jews. They should be annihilated. и он говорит немцам о том, что вот даже сам Мартин Лютер, ваш соотечественник, говорил такое о евреях. Он говорил о том, что их нужно уничтожить. And I think it really needs to be understood that as far as we know, Luther didn't hate the Jews. И вот я думаю, что мы должны понимать, что насколько мы знаем, Лютер не ненавидел He евреев. just could not understand why they wouldn't accept Jesus Christ Он as просто Lord. не мог понять, вот почему они не могут принять Иисуса Христа как Господа своего. So eventually the Lutheran Church became the basic church of Germany. И вот в конце концов лютеранская церковь становится фактически вот основной церковью Германии. The Catholic Church still existed, but it lost a lot of its influence because of Martin Luther. Католическая церковь, конечно, все еще существовала, но тем не менее из-за Мартина Лютера свое влияние она потеряла в большом масштабе. And again, the big lesson that we learn is И вот опять же большой урок, который мы для себя выносим в том, we need to get the Bible into the hands of the people что у людей должна быть Библия в руках, in their language. на их языке. So that's what he would do. То есть вот этим он и занимался. I want to go back just briefly for a moment and talk a little bit more. I'm intended to talk about this of the Wycliffe Bible translators. И вот я также хочу немножечко вернуться назад. Я собирался поговорить о переводчиках Библии Уиклифа, но вот как-то не поговорил. And you don't have to write this down. I just want to share this with you. Это не обязательно писать, просто хотел поделиться с It вами. won't be on the test. Этого на тесте не будет. But even today, there is an organization called the Wycliffe Bible Translators. Но даже сегодня существует организация под названием «Переводчики Библии Уиклифа». There are many people who love studying languages Есть множество людей, которые любят изучать языки, that work for the Wycliffe Bible Translators. которые работают вот как переводчики в переводчиках Библии Уиклифа. And what many of them will do, they will give their lives to go into areas of the world where people don't have a written language. И что многие из них делают? Они приезжают на территорию вот, тех кусочков мира, где у людей еще нет письменности. And they will develop a written language for these people, sometimes just tribes. И, во-первых, создают вот письменность для определенных людей, ну, вот чаще всего это просто племена какие-то. And they will teach these people how to use the written language. И учат людей, как этой письменностью пользоваться. And they will translate the Bible into the language of these people. А потом Библию переводят на язык этих людей. And, you know, I have to say, I really appreciate people being willing to do that. И вот я должен сказать, что я очень рад, что есть такие люди, которые готовы и хотят это делать. Well, a lot of that stemmed from the heart and the idea of John Wycliffe. Потому что многое из этого вот, началось из настроения сердца, из того, что делал сам Джон Уиклиф. At the same time, about the same time as Martin Luther, there were other guys that were doing similar type things. Вот в то же время, когда трудился Мартин Лютер, были и другие люди, которые в принципе занимались тем же самым. In Switzerland, there was a guy by the name of Ulrich Zwingli. В Швейцарии был человек по имени Ульрих Цвингли. Zwingli also defied the Catholic Church's teachings. Цвингли тоже отказался принимать учение католической церкви. He taught his congregation that they needed to give up the relationship that they had with the Catholic Church. А он говорил в своей общине о том, что они должны отказаться от тех отношений, которые они имели с католической церковью. He led his congregation to go on a diet of sausages. И призвал свою общину сидеть на сосисочной, на колбасной диете.
So Ukrainians would have liked that. Focus on, focus on. You Я know. думаю, что украинцам эта диета вообще особенно по душе пришла. But he had a pretty good influence in Switzerland. Но он очень сильно повлиял на Швейцарию. And there are some people who thought if we could just get Zwingli and Luther together, we could have a much stronger movement. Вот многие люди думали, что если объединить Свингли и Лютера, то тогда движение будет намного сильнее. They did it together in Marburg, Germany. И вот все-таки Свингли и Лютер встречаются in what city? Marburg. В Марбурге, в Германии. They discussed a lot of things, but the one thing they could not agree on. Yeah. Но вот они много вопросов различных обсуждали, но была только одна вещь, с которой они не могли согласиться оба. Was the Lord's Supper. Это вечеря Господня. Martin Luther kept the Catholic view of that. Мартин Лютер сохранил католический взгляд и католический подход к этому. And that is that view of what we called earlier transubstantiation. То есть вот он считал, что все-таки происходит перевоплощение. Zwingli said, I cannot accept that. Свингли сказал, что я не могу с этим It согласиться. does not become the blood of Christ. It does not become the body of Christ. It represents that. Потому что вино и хлеб, они не превращаются в тело и не превращаются в кровь Христова, это просто символы. And Zwingli and Luther felt like this was such an important part of church worship. Но и один и другой считали, что это настолько важная часть поклонения в церкви, That they could not join forces. что просто соединить свои силы и усилия они не могут. So they ended up going their separate ways. В конце концов, они каждый идут своим путем. In about 1530, В 1530 году Luther's followers published their own statement of faith called the Augsburg Confession. последователи Лютера печатают свой собственный символ веры, и называется это Augsburgское исповедание. But they never got together. These groups never got together. Но вот эти две группы, то есть имеется в виду Цвингли и Мартин Лютер, Augsburgское исповедание, они так и не соединяются вместе и не сотрудничают более. What year that was? That was 1530. Да, 1530 год. Then there was another guy that became very influential in this time period. В этот период также появляется еще один очень влиятельный человек. His name was John Calvin. Звали его Джон Кальвин. He studied at the University of Paris. Он учился в Парижском университете. And while he was there, he helped a friend write a paper. И вот, будучи там, он помогает своему другу написать труд или трактат. And in their paper, they included quotes in the paper from Luther and Erasmus. И вот в этом трактате, который они готовили, они включили цитаты как из трудов Лютера, так и Эразма. And because the French government was basically Catholic, И так как французское государство и вот правительство было в основном католическим, they got a hold of this, were very angry about it, and Calvin ended up fleeing from Paris. они вот, прочитав этот трактат, были очень обозлены, и Кальвину пришлось бежать из Парижа. But his followers, people that liked him, started continually protesting against the Catholic Church. Но вот те люди, которые были последователями Кальвина, которым он нравился, они постоянно начали организовывать протесты против католической церкви. And they became known as Protestants, Они стали известны как протестанты. the ones who protest. То есть те люди, которые протестуют. Calvin also wrote a book that he called Protestant Theology. Кальвин также написал книгу, которую называл «Протестантская теология».
or actually the king knows that, he actually called it Institutes of the Christian Religion. Точнее, вот как бы она стала известна как таковая, но он называл, сам назвал эту книгу как Институты христианской религии. He ended up moving to Switzerland. В конце концов, он переезжает в Швейцарию. And he ended up staying there the rest of his lifetime. И вот до конца жизни живет там. One of the things that, at least is a significant thing about Calvin to me, Но вот кое-что, что для меня значимо в труде Кальвина, is that he developed what I believe is a false view of predestination. это то, что он разработал вот такой неправильный взгляд на предопределение. He began to expand this view that kind of was started by Augustine, but he expanded it further in saying that people are predestined by God to either be saved or be lost. Вот он берет то учение Августина, о котором мы с вами уже говорили, и он еще больше его расширяет, говоря о том, что люди все, вот, они делимы Богом на тех, кто спасутся, а тех, кто будут потеряны. And if you're predestined to be lost, there's nothing you can do about it. И если ты предопределен к тому, чтобы тебе погибнуть, то ты ничего не можешь сделать. Calvin had a great influence upon later Baptist theology. И вот Кальвин очень сильно повлиял на потом будущую уже теологию и взгляд на религию баптистов. Основатель. Is he a founder of Baptist? I don't think he was the founder of Baptist Нет, я Church, не думаю, что он был основателем баптистской. but his teachings had a lot of influence on Но them. его учение очень повлияло на баптистское учение. All right, another man that was influential during this time was a man by the name of Felix Manz. Еще один очень известный человек, который повлиял на религиозную ситуацию того времени, это человек по имени Феликс Манц. He lived in Zurich. Он жил в Цюрихе. And in Zurich, along with many other places, the Catholic teachings and masses were all done in Latin. И в Цюрихе, как и в многих других местах, все католические мессы происходили на латыни. He was actually a student of Zwingli. Он был студентом Цвингли. And he contended that the masses that are in Latin that cannot be understood by the people are horrible. И он утверждал, что мессы, которые проходят на латыни, которые не понимаются людьми, просто ужасны. And he said, if people cannot understand the Word of God and can't understand the sermons, И он говорил, что если люди не могут понять Слово Божье, не могут понять проповедь, then it's doing the people no good. то она бесполезна для людей. And he said, Jesus didn't speak nonsense. И он говорит, что Иисус никогда не говорил ничего непонятного. He used understandable words that the people could understand in his day. Он использовал понятные слова, которые люди в его днях могли понять. So Mance decided to start a Bible class in his home. И вот Манс решает проводить библейские занятия у себя дома. And they would just get together and study the Bible. Они просто собирались для того, чтобы изучать Писание. They had gotten the version in their language. Они даже нашли версию, переведенную на их язык. And as they studied more and more, they began to realize that the Bible didn't teach the concept of infant baptism. Чем больше они изучали Писание, тем больше они понимали, что в Библии ничего не говорится о крещении младенца. So they began to openly criticize the idea of infant baptism. И начинают открыто противостоять идее крещения младенцев. But as they began to teach against infant baptism, they all of a sudden began to look at themselves. Но вот после того, как они начали часто говорить и противостоять идее крещения младенцев, они начали смотреть и на себя также. They said, we were all baptized as infants. И говорить, что да все мы крещены были, когда были младенцами. So in January of 1525, И вот в январе 1525 года
One of these guys said to the other, said, I think we need to be rebaptized and baptized the correct biblical way. Один из представителей сказал другому, что я думаю, что нам нужно креститься. Креститься так, как Писание говорит нам. Based on our faith in Christ. Исходя из веры нашего Христа. And all of them did. И все они так и поступили. And they became known as the again baptizers. И вот стали известны как снова крестящиеся. Or Anabaptists. Или анабаптисты. When the Catholics found out about this, they banished these guys from the city. То они выгнали этих людей из города. Mance ended up being captured and put in prison. Манса схватили и посадили в тюрьму. And the statement written against him that said was the crime he was accused of was this. И вот когда описывали его обвинение, то есть то преступление, которым он согрешил, he wanted to gather those who wanted to accept Christ and unite them with them through baptism. Там было написано, что он хотел собрать тех, кто уверовали во Христа, и соединиться с ними через крещение. So that was his crime. Вот такое преступление совершил человек. He ended up escaping from prison. В конце концов, он бежит из тюрьмы, But then he was recaptured. но его снова хватают. And this time they sentenced him to death. И вот в этот раз уже приговаривают к смерти. And guess how he was? И угадайте, как его крестили. Buried alive. No. Нет, у них уже новиночки появились. They said he liked water baptism so much. Ему сказали, что он настолько любил водное крещение, We will drown him. что мы его утопим. So he was drowned. То есть его утопили. But for a long time, Но these Anabaptists were persecuted. долгое время анабаптисты знали. Even John Calvin encouraged people to persecute these Anabaptists because he didn't agree with their stance on baptism. Даже Иоганн Кальвин тоже стоял, то есть он тоже как бы подбуривал людей к тому, чтобы гнать анабаптистов, потому что он не понимал, не соглашался с действиями учения. The only one who came to their defense and said that they are having a correct view of baptism Единственный, кто их защитил, сказал, что они правильно рассматривают крещение, was Erasmus. это Эразм. By 1600, К 1600 году, 10,000 Anabaptists had been put to death. около 10 тысяч анабаптистов умертвили. One man came along and tried to help the Anabaptists and try to keep them from being completely annihilated. Был один человек, который хотел помочь анабаптистам, хотел помочь им не быть полностью истребленными. He was a Dutch preacher by the name of Menno Simmons. Это был датский проповедник по имени Менно Симмонс. His followers eventually became known as Mennonites. Его последователи стали известны в истории как меннониты. And there are a lot of Mennonites still in this world. И вот у нас даже на сегодняшний день очень много меннонитов есть. Now, I'm going to share with you some more information. This is a book that this last about a year and a half I've had called Traces of the Kingdom. И вот я хотела поделиться с вами еще вот одной книгой, которую я купил примерно 1,5 года назад. Она называется «Пути Писания», точнее, «Пути Царства Божьего». And this guy has put in this book a lot of information. He's the one that's done this stuff from
the Catholic archives in Cambridge. Вот в этой книге писатель поместил очень много информации из кембриджских архивов католической церкви, о которых я вам говорил. And he describes in his book several different guys. Вот в своей книге он говорит о нескольких различных людях. One is a guy by the name of James Bainham. Один из них это Джеймс Бейнхэм. Bainham actually was a lawyer. Бейнхэм по профессии был адвокатом. He lived in London. Жил в Лондоне. He also preached for a church in London. Но при этом также проповедовал в одной из английских лондонских церквей. It was known as the Bow Lane Church of Christ. Она была известна как Bow Lane Церковь Христова. He was eventually captured by the Catholics and tried and tortured for preaching the gospel in 1532. В конце концов, католики схватили его, представили его пред судом и пытали в 1532 году. Bainham, just like a lot of the guys before him, taught that baptism was for the remission of sins by immersion. Бейнхэм, как и другие люди, и другие представители, говорили о том, что крещение должно происходить для прощения грехов через полное погружение. And it should take place after a person had heard the gospel and repented of their sins. И что должно было происходить после того, как человек услышал Евангелие и покаялся в своих грехах. But he too was captured and burned to death. Ну и его тоже сожгли. There was another man by the name of Edward Waitman. Ну и еще один человек, звали его Эдвард Уитман. He was from a place called Lichfield, England. Он был из Личфилда, Англии. And he was captured and tried as a heretic as well. Его схватили и также представили пред судом как еретика. And here were the charges against him. А вот обвиняли его вот в чем. Said he believed that the baptizing of infants is an abominable custom. Они сказали, что он верит в то, что крещение младенцев является неприемлемой традицией. And that the Lord's Supper and baptism are not to be celebrated as they are now in the Church of England or the Catholic Church. И что крещение и вечеря Господня должны по-другому производиться, чем сейчас производится в английской церкви и в католической церкви. He refused to retract his statements against the Church of England. И он отказался от своих обвинений в адрес английской церкви. And when I say the Church of England, it was at this point still, it had become the Church of England by this point. И вот, когда я говорю об англиканской церкви, я имею в виду как раз вот ту церковь, которая сформировалась к тому моменту. But he was burned alive on April the 11th, 1612. Но он был сожжен заживо 11 апреля 1612 года. His wife and their children left Lichfield and lived in London, where they attended the Church of Christ meetings at White Alley. И вот жена и его дети переехали в Лондоне, где ходили в церковь Христову на Белой аллее, White Alley, Church of Christ. And later, his family moved to Rhode Island in America, where they continued their faith there. Вот после этого его семья переезжает в Род-Айленд, это в Америке, и вот там продолжает служить. That's what you didn't talk about Anglican Church and this children lives. I'm getting to it. Oh, okay. It's coming. Okay. This is a plaque that is actually on the wall near the place where this man was killed, was burned. Эта табличка повешена недалеко от того места, где этот человек был убит и был сожжен. And it says Edward Waitman of Burton-on-Trent was burnt at the stake in this marketplace for heresy. И здесь написано, что Эдвард Уитман из Бертона на Тренте
который был заживо сожжен на вот этой рыночной площади за ересь. The 11th of April, 1612. 11 апреля 1612 года. Says, being the last person in England so to die. И он последний человек в Англии, который умер таким способом. So, he evidently was the last one to be burned to death in England. По всей видимости, вот заживо больше после него никого не ждали. Да. That was in London, right? Near London, yeah. Возле Лондона. Можно коротенький вопрос? То есть он был против крещения младенцев и против еще И чего? против принятия причастия таким образом, как католическая церковь. So he was asking what he was against about against baptism of infants and plus Yes. Lord's Supper the way it was in Catholic Church. Right. In 1643, there was a known Church of Christ that was meeting in Warrington, England. В 1643 году была известная Церковь Христова, которая собиралась в Уоррингтоне. Here's some of the beliefs that they had. И вот некоторые их верования. They believed that each church was autonomous. Они верили в то, что каждая церковь имела свою автономию. They practiced baptism for the remission of sins. Они крестили для прощения грехов. They met prior to the Anabaptists. И вот они встречались также как анабаптисты. They saw themselves as a true Church of Christ, not a denomination. И рассматривали себя как истинную Церковь Христову, но не деноминацию. Now, something interesting happened in England between the years of 1491 and 1547. В Англии произошло нечто интересное между 1491 и 1547. и 1547 годом. There was a ruler there by the name of Henry VIII. Там правил на том этапе Генри VIII. Henry VIII was married. He married a woman by the name of Catherine of Aragon. Генри VIII женился на женщине по имени Катарина из Орегона. Catherine was very strong Roman Catholic. Катарина была очень убежденной католичкой. Henry also considered himself Roman Catholic. Ну и Генри тоже себя считал католиком. But she didn't bear him a son. Но она никак не могла родить ему сына. So he decided that he wanted to divorce her. И вот он решает, что хочет развестись с ней. It was against Catholic doctrine for a man to divorce his wife, and so the Catholics would not give him that divorce. И вот это было против католической доктрины, учения, чтобы мужчина разводился со своей женой, и католическая церковь не соглашалась произвести этот развод. And Henry VIII had taken himself a woman as his lover by the name of Anne Boleyn. А Генри в это время находит себе новую женщину, любовницу по имени Анна Болейн. And since the Catholic Church would not give him the divorce so he can marry Anne Boleyn, И вот так как католическая церковь не давала ему развода, чтобы ему жениться теперь на Анне Болейн, Henry just decided to start his own church. Генри решает, а начну-ка я свою собственную церковь. So he broke from the Catholic Church. И вот он отказывается, он уходит с католической церкви, будьте здоровы. And divorced И Catherine. вот уже в своей церкви разрешает себе развестись с Катариной. And then he married Anne Boleyn. А потом женится на Анне Болейн. But in all this process, he established now the Church of England. Но вот в этом процессе своем он провозглашает новую церковь, англиканскую церковь. And declared himself as king to be head of the Church of England. А себя как короля провозглашает главой англиканской церкви. So basically, he could do what he wanted to do. Ну, другими словами, вот что хочу, то ворочу.
Of course, Anne Boleyn didn't bear him a son either. Но вот так случилось, что и Анна Болейн тоже не могла родить ему сына. Anne Boleyn had a daughter, Она родила дочь. and that daughter's name was Elizabeth. И вот дочку звали Елизавета. But Henry decided, oh, I've got to have an heir. Ну а Генри думает, мне нужен наследник. So he trumped up charges against Anne Boleyn И вот он обвиняет Анну Болейн, and had her beheaded. неизвестно, what charges was that. Committing adultery. Он обвиняет ее в измене и обезглавливает ее. Главную церковь американцев. And he had her beheaded. И вот обезглавливает бедную женщину. And he married Jane Seymour. Потом женится на Джейн Сеймур. And this process kept going. She didn't have him a son, so he married Anne of Cleves. И вот процесс пошел. То есть сначала Джейн Сеймур не могла родить ему сына, он женится She на didn't do what he wanted, so he Анне married Клиффа. Catherine Howard. Та тоже не родила, он женится на Кэтрин Хауард. She didn't please him either, so he married Catherine Farr. Та тоже ему не понравилась, и вот он женится на Катрине Фар. Or Parr, actually. Parr. So, this is Henry VIII and his 6 Так wives. что вот вам Генри VIII и 6 его жен. Okay. Some others, yeah, had their heads chopped Да, off. вот некоторые из них тоже Some were just divorced. погибли не своей смертью, а с некоторыми просто развелась. And this one outlived him. А вот Катарине повезло, она же его и пережила. Фар. Хауард. Will we have to know those last names? Nah. Нет. I don't think I have that on the test. Do you remember? I don't think so. You may need to know Henry VIII, the Church of England. Генри VIII нужно будет запомнить американскую But церковь. yeah, I won't require his name Но on вот всех его жен, он, наверное, сам не помнил, как их звали, поэтому не важно. У него просто it. язык хромосомы. Если бы вы там жили, наверное, полегчало бы эта информация. Now, during this time of Henry VIII, Во времена правления Генри VIII, while he was Catholic, and then after becoming part of determined having the Church of England, после того, как вот он уходит из католицизма и провозглашает американскую церковь, he was still highly against these heretics. он, тем не менее, все еще противостоит буддийским еретикам. I mentioned to you that there was a church that they called themselves Church of Christ in Bow Lane. Вот помните, я говорила вам о церкви Христовой в Баулэне? And the Catholic Church took some of those guys as well and burned them alive. И вот католическая церковь хватает некоторых из членов этой общины и тоже сжигает. Now, this took place before that one that I said was the last one. Ну, это, конечно же, произошло до того, как вот сожгли там последнего человека. Anyway, they were Andrew Hewitt and John Frith. Звали этих людей Эндрю Хьюитт и Джон Фрис. And they were both devoted guys to the church in Bow Lane, И вот они были верными членами общины в Баулэне, but considered to be heretics. но считались еретиками. Now, along with these guys, and John Frith was a notable guy within that church in Bow Lane. Но вот вместе с этими мужчинами, Джон Фрис был очень известным членом общины в Баулэне, There were 2 brothers that also attended the Bow Lane Church of Christ. были два брата, которые тоже были частью этой общины Баулэне. John Tyndall Звали его Джон Тиндал and William Tyndall. и Уильям Тиндал. William Tyndall and John Tyndall were also friends with John Frith. И вот и Уильям, и Джон Тиндейл были хорошими друзьями Джона Фриса. William Tyndall decided also to do a good translation into the English language.
И Уильям Тиндейл решает, что он делает хороший перевод на английский язык. And it was probably one of the better translations into the English language that was made during those times. И вот на том этапе это был, наверное, один из лучших английских переводов, которые в то время были переведены. Tyndale really did his best to do it from the Greek language. Тиндейл всячески старался именно с греческого языка перевести. He took some liberties with trying to translate it and really translate it more correctly. И вот он позволял себе попытаться перевести нам как можно более корректно. He translated, of course, correctly baptism as immersion. Вот что касается крещения как погружения, он правильно перевел эти стихи. That was later changed in 1611 by the translators of one of the English Bibles. Ну вот в 1611 году потом уже переводчики, переводя, вот снова поменяли этот момент. Where they just used they anglicized the word baptizo. Где вот они начали использовать слово баптизо, греческое слово, просто вот как бы транслитерировали его в английский язык. Which wasn't even a word at the time. Baptism wasn't even a word in English at that time. Вот на том этапе слово баптизм или вот крещение, такого слова в принципе не было в английском языке. But Tyndale tried to do a good job with his translation. Но Тиндейл пытался действительно хорошо перевести. He had attended Cambridge University. Он учился в Кембриджском университете He loved the Greek language. и очень любил греческий язык. And he was associated with this Church of Christ in London. И вот он был частью Церкви Христовой в Лондоне. Of course, Gerald Henry VIII didn't like Tyndale's translation at all. Естественно, Генри VIII не очень, точнее, очень не нравился перевод Тиндейла. And by the way, a little side note in this history. И вот, кстати, такое заметка относительно этой истории. Another thing that angered Henry VIII and Anne Boleyn is that Anne Boleyn had a copy of Tyndale's Bible. Еще один грех Анны Болейн, который очень разозлил Генри VIII, это то, что у нее был перевод Тиндейла. And that angered Henry VIII. И вот Генри VIII просто был очень разозлен. Of course, Henry VIII and the Catholic Church had a lot of Tyndale's Bibles burned. Конечно же, Генри VIII и англиканская церковь тоже создала очень много копий переводов Тиндейла. And of course, in about the 1530s, И вот в 1530 году he too was burned to death. он тоже был сожжен заживо. And his death was ordered by Henry VIII. А вот его смерть, то есть его убийство заказал Генри VIII. So, that kind of brings us to a conclusion today, and I'll stop right there. Так что вот, на сегодня, наверное, это все, о чем мы поговорим, я на этом остановлюсь. And next class period in the morning, we're going to be getting into some of the different things that churches claim about themselves, like the Orthodox Church and Catholic Church in their timelines. А вот на следующем занятии завтра мы с вами будем говорить о различных утверждениях церквей, как католической, православной, относительно временных прямых, то есть летоисчисление того, что происходило в структуре церкви. And we'll show you some of those timelines. И покажем несколько вариантов этих событий. Will we have test on Friday? It will be either on Thursday or Friday, according to how far along we get tomorrow. Либо в четверг, либо в пятницу, в зависимости от того, вот как много мы пройдем завтра. Okay.